Компания Peugeot представила новый универсал 308 SV. Он отличается выразительным стилем с гладким профилем и изысканной задней частью. Продажа машины в Европе стартует не раньше 2022 года. Сборку модели наладят на заводе в Мюлузе, Франции. Модель Peugeot 308 третьего поколения была представлена в марте нынешнего года в виде пятидверного хэтчбека. Сегодня же французы рассекретили универсал. Внешне он закономерно идет по стопам хэтча, отличаясь лишь в задней части. Напомню, что передняя часть нового универсала получила уже знакомые фары с клыками ходовых огней и характерной решеткой с новым логотипом в виде геральдического щита. Между рельефным капотом и решеткой поместили имя модели. Как и в случае со вседорожниками, самый богатый декор положен версиям с названием GT и GT Pack. Уже в базе установлены светодиодные фары и задние фонари, а за доплату есть возможность заказать матричные фары, которые снаружи можно опознать по более тонким корпусам. Дизайн кормы нового универсала подвергся минимальным изменениям. Увеличен проем пятой двери, между фонарями нет черной перемычки, изменилась форма бампера, а номер переехал на дверь багажника. Задний свес растянули на 21 см, что позволило увеличить объем багажника с 412 до 608 литров. При сложенном заднем ряде можно перевозить уже 1634 литра, у хэтчбека 1323 литра. Если же сравнивать с предыдущим 308 SV, сарай стал на 6 см длиннее и на 2 см ниже, сохранив те же колеи. Заявленный дорожный просвет 143-145 мм в зависимости от версии. На выбор доступны колесные диски диаметром от 16 до 18 дюймов. Более длинный универсал обладает чуть меньшим коэффициентом сопротивления воздуху, чем у хэтчбека – 0,277 против 0,28. Интерьер Peugeot 308 SV оформлен так же, как у хэтча. Кстати, про него на канале есть отдельное подробное видео, ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого ролика. Но у универсала спинка заднего ряда уже в базе разделена на три части в пропорции 40-20/40, а сложить их можно, дернув за рукоятки в багажнике. Двухуровневый пол багажника и моторизированная пятая дверь добавляет модели практичности, но гибридные версии менее практичны из-за установленной батареи, у них нет двухуровневого пола. Также разработчики заявили об обилии мест под мелочевку, 4 разъема USB-C и подключении двух телефонов по Bluetooth одновременно. Как и базовый хэтчбэк, за доплату универсал можно оснастить электронным комплексом Drive Assist 2.0 с адаптивным круиз-контролем, функцией Stop and Go, контролем и полуавтоматической сменой полосы, ранее рекомендации оптимальной скорости, а также полуавтомат для обгона на трассе. Нужно лишь включить поворотник, и автомобиль сможет совершить обгон на скорости от 70 до 180 км в час. По технике универсал последовал за хэтчбеком. У него есть пара гибридов с возможностью зарядки от сети, с совокупной мощностью в 180 и 225 лошадиных сил. Полного заряда батареи на 12,4 кВт-часа таким универсалом хватит на 60 км пути. Обычные двигатели внутреннего сгорания тоже знакомы по хэтчбеку. Это 1,2-литровые бензиновые тройки на 110 и 130 лошадиных сил и 1,5-литровый 130-сильный дизель. Коробки передач шестиступенчатая механика и 8-диапазонный автомат. Новый хэтчбэк уже постепенно выводят на европейские рынки. Универсал же должен поступить в продажу в начале 2022 года. Как вам новый универсал от Peugeot? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.